Полиция! Все арестованы! Еще раз так заорешь, я тебя пристрелю. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Полицейский из Беверли-Хиллз 1984 года «Беверли-Хиллз Коп» – комедийный боевик режиссера Мартина Бреста, снявшего фильмы «Запах женщины» 1992 года и «Знакомьте Джо Блэк» 1998 года, где главные роли исполнили Эдди Мерфи, Джон Эштон, Джадж Райнхолл и Стивен Берков. «Полицейский из Беверли-Хиллз» – один из лучших комедийных боевиков 80-х, который при бюджете в 14 миллионов собрал в прокате 316 миллионов долларов. Большой кассовый успех фильма мгновенно сделал Эдди Мерфи звездой первой величины. В 1987 и 1994 годах вышли два продолжения. Лента получила номинации на премию «Оскар» за лучший сценарий и «Золотой глобус» как лучший фильм. Эдди Мерфи получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший актер. Привет. Привет, как дела? Нормально. По-прежнему шаришь в чужих квартирах? Когда ты вставишь нормальный замок, твой грех не сломать. Зачем он мне? У меня есть пистолет, с ним мне нечего бояться. Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз», актеры и роли. Эдди Мерфи, детектив Аксель Фоули из полиции Детройта. Джадж Рейнхолд, детектив Уильям Билли Роузвуд. Джон Эштон, детектив Джон Таггерт. Пол Райзер, детектив Джеффри Фридман. Лиза Айлбахер, Дженни Саммерс, управляющая художественной галереей, знакомая Фоули. Ронни Кокс, лейтенант Эндрю Богомил. Стивен Берков, Виктор Мейтланд, хозяин галереи, контрабандист. Джеймс Руссо, Майки Тандино, старый друг Фоули. Джонатан Бэнкс, Зак, киллер, помощник Мейтланда. Стивен Эллиот, шеф полиции Хаббард. Бронсон Питченд, Серж, работник галереи. Дэймон Уэйнс, продавец бананов, дебют в кино. Давно пора. Я думал, про меня забыли, а я проголодался. А у вас тут телефон, все удобства. Я даже заказал пиццу. Теперь не поем. Аксель Фоули стал визитной карточкой Мерфи и занял 78 место в списке журнала Empire 100 величайших киногероев всех времен. Знаменитой музыкальной темой из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» композитора Гарольда Фальтермейера называется «Аксель F», названа в честь главного героя Аксель Фоули. Была создана при помощи 3 синтезаторов, 2 Роландов и 1 Ямахи. В 1994 году этот сингл занял 2 место в британских чартах, 3 в чартах США, а в 2005 году композиция была перезапущена под названием Crazy Frog и стала мега популярной. На руководителей студии Paramount фильм произвел настолько сильное впечатление, что они сразу же его пустили в прокат на рекордах для тех лет 2000 экранов. И вот тебе мой совет. Поскорее полезай под свой камень в Детройте, пока тебя тут не раздавили как козявку. Понятно? Пожалуйста, отойдите от стола. Мне пора. Рад был встретиться. Я еще вернусь. Буду ждать с нетерпением. Первоначально на роль Акселя Фоули планировался Сильвестр Сталлоне, но он предпочел работу над фильмом «Кобра» 1986 года, где снимался вместе со своей женой Бриджит Нельсон, которая впоследствии сыграла главную женскую роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» 1987 года. Значительная часть юмора в диалогах стала результатом импровизации Эдди Мерфи, Джона Эштона и Джаджа Райнхолда. Во время съемок были испорчены сотни дублей из-за того, что вся киногруппа часто не могла удержаться от смеха. В попытках отыскать героев Эдди Мерфи и Джаджа Рейнхолда полиция Лос-Анджелеса применяет спутниковую систему слежения. В те времена это была просто выдумка, ведь ее придумали позже, она стала прообразом современной системы GPS. В чем дело? Инспектор Раферти, таможенная служба. Ваш товар уже растаможен? Нет, а у нас, кстати, закрытая территория. Тогда ответьте мне на вопрос, почему какой-то негр типа меня запросто проник на ваш суперохраняемый склад и слоняется здесь будто у себя дома? Не знаю. Спасибо за честный ответ. Я подготовлю отчет, и кое-кто останется без работы. Полиция Беверли-Хиллз не дала разрешения на съемки в штаб-квартире, так что режиссеру Мартину Бресту, членами съемочной группы, пришлось сооружать декорации. Сооружали их они в соответствии с планами Бреста на фильм «Военные игры», который вместо Бреста снял Джон Бэдом в 1983 году, и концепциями, которые он тогда так и не использовал. Сценарий «Полицейского из Беверли-Хиллз» состоял из множества сценариев, написанных в течение нескольких лет. Когда возникали проблемы, на помощь приходил Эдди Мерфи, на ходу придумывал диалог или сцену.
Полицейский из Беверли-Хиллз 1984 года был самым кассовым фильмом взрослым рейтингом R в американском прокате, до выхода в кинотеатрах картины «Матрица. Перезагрузка» 2003 года. Я собирался назвать статью «Майкл Джексон на вершине», но теперь не знаю, придется, наверное, назвать «Майкл Джексон на вершине», пока не приедет в гостиницу «Беверли Палм Отель», потому что туда не пускают черномазых. Извините, сэр, у нас только что отменился заказ на номер люкс. Но вы заплатите как за простой одноместный. Надеюсь, так проблема будет решена. Спасибо, извините, что я так рассердился. Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз». Сюжет. Молодой полицейский из Детройта Аксель Фоули, Эдди Мерфи, приезжает в Беверли-Хиллз, чтобы найти следы убийцы своего лучшего друга Майки Тандина, который работал здесь охранником. Он находит Дженни, работающую в художественной галерее, которая помогла Майке с работой, и узнает о его связи с Виктором Мейтландом, владельцем галереи. Выдав себя за доставщика цветов, Аксель идет в офис Мейтланда и пытается расспросить его о Майке. Но охранники выбрасывают его на улицу, где его и арестовывают полицейские. В участке лейтенант Эндрю Богомил назначает сержанта Таггерта и детектива Роузвуда следить за Акселем. Не сложившиеся поначалу отношения с наблюдателями переходят в уважительные после того, как Фоули помогает Роузвуду и Таггерту предотвратить ограбление стрип-клуба. Отрабатывая версию с Виктором Мейтландом, Фоули при помощи Дженни выходит на склад, содержимое которого не проходит таможенный досмотр. Когда они находят наркотики в ящике под слоем молотого кофе, появляется Мейтланд и увозит Дженни в свой дом. Акселя освобождает Роузвуд, и, взяв помощники Теггарта, они отправляются в особняк Мейтланда, где устраивают настоящее побоище. Прибывшие полицейские во главе с лейтенантом Богомилом арестовывают оставшихся в живых бандитов. Всем руки на стол. Фил, Не двигаться, я сказал. да что с тобой? Чего так разозлился? Отойди от меня. В чем дело? Убирайся. Я тебя не узнаю. Зачем тебе оружие? Катись отсюда, пока я тебе мозги не вышиб. Полиция, не двигаться. Так в чем же кроется секрет успеха Беверли-Хиллз Коп? Точно мы с вами этого не узнаем, ведь успех помимо таланта и трудолюбия зависит еще и от удачи, а это фактор непрогнозируемый. Возможно, что именно незамысловатый сюжет, харизма актеров да теплый климат Калифорнии привлекли зрителей к большому экрану. Нельзя сказать, что полицейский из Беверли-Хиллз стал для Эдди Мерфи дебютом, но именно после него он проснулся не просто знаменитостью, а реальной суперзвездой. В кадре Мерфи свеж, молод и не кривляется больше необходимого, что на самом деле удивительно, так как в памяти актер сохранился как раз именно этим своим гримасничеством. Стоит отметить, что дуэт Джаджа Рейнхолда и Джона Таггерта вызывает такой же восторг, как и то, что делает на экране Мерфи. Лейтенант, пройдемте в ваш кабинет. Да, сэр. Этот джентльмен разбил сегодня буфет в клубе. Слушай, говори потише. Он что, через стенку слышит? Да, может. Фильмов с похожим сюжетом сотни, но шедевром стал именно «Полицейский из Беверли-Хиллз». В нем, словно кубиками конструктора Лего, собрано все необходимое. И отличнейшая игра как харизматичного Эдди Мерфи, так и ярких актеров второго плана, и запоминающий саундтрек, разве кто-нибудь не знает хотя бы одну из вариаций композиции Аксель F. И толково написанный сюжет, и то легкое ощущение от просмотра, которое просто необходимо каждой комедии, иначе она в лучшем случае превратится в драму. У создателей фильма получилось собрать воедино все требуемые компоненты и создать шедевр, который даже спустя 4 десятилетия я рекомендую к просмотру каждому, вне зависимости от кинематографических вкусов и предпочтений. Если вы, как и я, ищете что-то такое, что могло бы отвлечь вас от груза большинства современных фильмов, то этот фильм точно для вас. И, ребята, говоря словами Акселя Фоуля, верьте мне, полицейскому из Беверли-Хиллз. Тогда давайте заедем куда-нибудь, промочим горло. Мы знали, что ты это предложишь. Значит, составите мне компанию? Нет, спасибо, Аксель, мы на службе. От кружки пива с нами ничего не случится. Это точно. Слушай, что говорит Таггарт, расслабься. От одной кружки еще никто не умирал. Да, мы все-таки едем. Не переживай, просто езжай за мной.